В 1977 году НАСА запустила два космических аппарата – Voyager 1 и Voyager 2, чтобы воспользоваться уникальной планетарной конфигурацией, редким выстраиванием газовых гигантов, которое давало шанс совершить последовательные пролеты у нескольких крупных планет с использованием гравитационной петли для получения большого прироста скорости. Эта идея сделала возможным большое турне, программу, которая кардинально расширила наше понимание внешней части Солнечной системы. Аппараты, спроектированные с расчетом на долгую, возможно, десятилетия длительную эксплуатацию, имели уникальные траектории и научное оборудование для детального исследования внешних планет и их спутников. Использование гравитационных маневров оказалось ключевым. Аппараты буквально подпрыгивали на гравитационных воронках Юпитера и Сатурна, набирая скорость, необходимую для продолжения полета к дальним планетам. Тщательная подготовка миссии, выбор дат и траекторий позволили минимизировать затраты топлива и максимизировать научную отдачу. Наблюдения вблизи планет прошли как в формате фотосъемки, так и в изучении магнитных полей частиц и плазмы, того, что невидимо глазу, но критично для понимания динамики планет. На Юпитере аппараты обнаружили тонкие кольца, ранее неизвестные луны, и получили детальные изображения крупнейших спутников. Эти данные пересмотрели представление о порядке размеров спутников. Ганимед оказался больше Титана, что поставило под сомнение прежние предположения и открыло новые вопросы о формировании крупных тел в ранней Солнечной системе. Исследования Европы выявили ровную, гладкую поверхность льда с многочисленными трещинами и следами геологической активности, доказательство для гипотезы о подледном океане. Это открытие породило новые направления в астробиологии. Где есть вода в большом объеме, там потенциальны условия для жизни. Сатурн раскрыл перед нами сложную систему колец. Не просто светящиеся ленты, а сотни узких структурированных компонентов с динамическими взаимодействиями, резонансами и волнами, а также новые спутники, некоторые из которых показали неожиданную геологическую разнородность. Титан продемонстрировал плотную атмосферу, непрозрачную для видимого света, что вынудило ученых искать информацию в инфракрасных спектрах и радиоданных. Вскрыв феноменологию метановых дождей и метаново-нитрогенной химии, которую сравнивали с ранней земной преджизненной химией. Voyager 2, в свою очередь, отправился дальше и посетил Уран и Нептун, раскрывая иной класс планет, так называемых ледяных гигантов. Эти планеты оказались существенно отличными по внутреннему устройству от газовых гигантов. Под их атмосферой, насыщенной водородом и гелием, простираются слои, богатые водой, аммиаком и метаном в жидком и плотном состояниях. Это дало новое представление о вариантах планетных структур и о том, как по-разному могут развиваться миры в одной и той же звездной системе. Фотографический и спектральный материал, полученный Вояджерами, привел к пересмотру наук о формировании планет, образовании колец и эволюции спутников, а также позволил впоследствии строить более точные модели атмосфер и магнитосфер планет-гигантов. 25 августа 2012 года Voyager 1 зафиксировал резкое снижение потока частиц солнечного ветра и одновременный рост интенсивности галактических космических лучей, ключевой признак того, что аппарат вышел за пределы гелиосферы и вступил в регион, где доминирует межзвездная среда. Этот переход стал историческим. Впервые человечество получило данные из пространства, непосредственно не обусловленного воздействием солнечного ветра. Voyager 2 пересек ту же границу в ноябре 2018 года, но сделал это в других условиях и в другое время, что позволило сравнить данные двух точек наблюдения. Измерения, выполненные на границе гелиосферы и за ее пределами, привели к ряду неожиданных открытий.
Солнечный ветер, как выяснилось, не просто плавно затухает. Вместо этого формируется достаточно резкая и подвижная граница, где поток солнечной плазмы встречается и взаимодействует с межзвездной плазмой. Эти столкновения создают сложную зону обтекания, в которой плазма и магнитные поля изнутри и снаружи структуры переплетаются и обмениваются энергией. Поверхность гелиосферы оказывается подвержена большим и непредсказуемым искажениям. Ученые наблюдали волновые структуры, которые могут достигать размеров в десятки астрономических единиц АЕКУ и модифицировать местную плотность и температуру. Такие волны и флуктуации способны сдвигать момент пересечения гелиопаузы для аппаратов, что и объясняет сохраненную разницу в датах выхода за пределы у Voyager 1 и Voyager 2. Показатели температуры и плотности у границы оказались аномальными. Теоретические модели предсказывали сильное нагревание и возрастание плотности при торможении солнечных частиц, но измеренные величины были в десятки раз ниже ожиданий. Это означает, что энергия каким-то образом уходит в иные процессы, волновые возбуждения, нелинейные взаимодействия с магнитным полем или микрофизические механизмы, которые еще не до конца поняты. Измерения магнитного поля в межзвездной среде показали более высокую напряженность, чем предполагали прежние оценки пассива, в 2-3 раза выше. Это увеличивает внешнее давление на гелиосферу и меняет расчеты устойчивости нашей оболочки от космических частиц. Эти открытия не только пересмотрели понимание отношений между Солнцем и межзвездной средой, но и повлияли на более общие представления о средней физике межзвездной среды и о том, как звезды и их магнитные пузыри ведут себя в галактике. Данные Вояджеров послужили основой для новых теоретических моделей и стимулировали исследования, направленные на выяснение механизмов переноса и рассеяния энергии на этих гигантских границах. За десятилетия работы аппараты не раз посылали необычные или тревожные сообщения, которые требовали детального анализа и творческих инженерных решений. В 2012 году Voyager 1 начал посылать странные цифровые последовательности, признак нарушений в системе ориентации и маневров. Воздействие космической радиации на старые электронные компоненты могло приводить к ошибкам в навигационных данных, потерям чувства положения и искажению телеметрии. Команда миссии сумела обойти неисправность, переключившись на резервную электронику, что продемонстрировало гибкость и профессионализм инженеров. Грузом на сердце исследователей легла другая критическая ситуация. 14 ноября 2023 года Voyager 1 внезапно перестал нормально передавать. Он посылал бессмысленный поток бинарных данных и молчал целых 5 месяцев. Диагностика выявила поврежденный код в одном из микрочипов памяти, который мог привести к потере связи навсегда. Тогда команда приняла рискованное, но блестящее решение – перераспределить важный программный код в другие, более целые участки памяти аппаратного комплекса. Операция началась 18 апреля 2024 года и проходила с учетом экстремальных временных задержек. Сигнал от Земли до Voyager летит 22,5 часа, а ответ возвращается столько же. Каждый шаг требовал тщательной проверки и 2-дневного ожидания результата. Тем не менее, 20 апреля команда подтвердила успех. Связь восстановлена, аппарату удалось передавать данные снова. Эти инциденты подчеркивают уязвимость старой электроники, экспонированной к космической радиации и постепенному упадку энергии РТГ. Вместе с тем они демонстрируют, как даже 4 десятилетия спустя креативность и упорство людей могут продлить срок жизни аппаратов и извлечь из них еще важные научные данные. Это также служит напоминанием: активная поддержка и постоянное наблюдение за старыми миссиями могут приносить неожиданные научные плоды и избегать преждевременных потерь.
Аппараты несут на борту мощный по тем временам набор инструментов, но в современных мерках их вычислительные ресурсы крайне скромны. Память бортовых компьютеров измеряется десятками килобайт, а скорость передачи данных – сотнями бит в секунду. Тем не менее, аппаратные средства были надежно сконструированы. Магнитные ленты для записи научной информации эффективно работали при экстремальных температурах. Радиотехника позволяла посылать слабейший сигнал, который, тем не менее, принимался на Земле массивом антенн Deep Space Network – DSN. Передача данных осуществляется с чрезвычайно малой мощностью. Передатчик Voyager выдает порядка десятков ватт, но к моменту приема на Земле мощность сигнала исчисляется десятыми долями триллионных ватта. Для приема таких слабых сигналов используются огромные тарелки DSN в нескольких точках планеты, синхронизированные между собой. Обеспечение надежной связи на таких расстояниях – это сочетание высокоточной ориентации антенн, продвинутых методов обработки слабых сигналов и длительного аккумулирования данных для повышения отношения сигнал-шум. Невероятная надежность Voyager'ов проявлялась неоднократно. В декабре 2017 года Voyager 1 впервые за десятилетие задействовал резервные двигатели ориентации, элементы, которые не применялись с 1980 года, чтобы восстановить слуховые углы и направить антенну на Землю. Это потребовало тонкой настройки и проверки, и аппарат выполнил маневр успешно, что вновь подчеркнуло высокую инженерную надежность старой конструкции. Тем не менее, энергетические ресурсы аппаратов конечны. Их радиоизотопные генераторы постепенно теряют выработку, и по прогнозам инженеров, многие приборы будут окончательно отключены примерно к середине 2000-х годов. После этого начнется поэтапный выключающий процесс. Сначала отключение активных научных приборов, затем минимизация передачи данных и, в конечной форме, полная потеря двусторонней связи. Это может случиться около 50-й годовщины миссии. Тем не менее, сами аппараты продолжат движение и дальше, возможно, наблюдая и переживая космические явления, о которых мы уже не узнаем. На данный момент Voyager 1 и Voyager 2 находятся на беспрецедентных расстояниях от Земли и продолжают удаляться от Солнца. Их траектории различаются. Voyager 1 движется быстрее и направлен в сторону определенного созвездия, а Voyager 2 – по иной траектории. Эти аппараты будут длительное время проходить через межзвездное пространство, и их пути рассчитаны на десятки и тысячи лет. Voyager 1 удаляется со скоростью порядка 3,5 астрономических единиц в год и через десятки тысяч лет подойдет на относительно небольшое расстояние к нескольким звездам, среди которых в далеком будущем окажется АС плюс 79388, к которому он приблизится на примерно 1,7 световых лет через примерно 38200 лет. Voyager 2 движется примерно со скоростью 3,1 астрономических единиц в год и через примерно 40 тысяч лет приблизится к звезде Рос-248 на расстояние также порядка 1,7 световых лет. Чтобы достичь границ облака Оорта, аппараты потребовали бы столетий. Внутренняя часть облака Оорта начинается на десятках тысяч Айоа, а полное прохождение через него может занять десятки тысяч лет. В перспективе Voyager'ы станут автономными артефактами человеческой цивилизации, дрейфующими сквозь межзвездное пространство и потенциально способными быть обнаруженными будущими инопланетными или земными путешественниками. Наше положение в галактике Мащи не случайность. Солнце находится внутри так называемого локального пузыря, огромной, почти пустой области межзвездного газа, сформированной давними взрывами сверхновых. Диаметр этого пузыря оценивается в сотни или тысячу световых лет. Его низкая плотность облегчает распространение света,
и уменьшает количество межзвездной пыли в нашем видимом небе. Эта пустота обеспечивает нам яркое и чистое ночное небо и, возможно, благоприятствовала развитию астрономии и технологической цивилизации. На гораздо меньшем масштабе гелиосфера выполняет критическую защитную функцию. Солнечный ветер формирует вокруг Солнца пузырь плазмы, который экранирует планеты от прямого воздействия галактической радиации. Граница гелиосферы, гелиопауза, является участком, где солнечный поток и межзвездный поток сталкиваются, образуя плотностные пробки и шоки, которые поглощают или перенаправляют высокоэнергетические заряженные частицы. Данные Вояджеров показали, как сложно и динамично происходит это взаимодействие. Плотность, температура и магнитоструктуры меняются под воздействием волн, всплесков солнечной активности и вариаций межзвездного поля. Это взаимодействие имеет практическое значение. Защита от высокоэнергетических частиц уменьшает радиационное бремя на планеты и биосферы, а также снижает риск повреждения электроники в космических аппаратах внутри гелиосферы. Понимание механизмов формирования и изменения гелиосферы помогает прогнозировать космическую погоду и разрабатывать меры защиты для будущих межпланетных и межзвездных миссий. Voyager 1 и другие миссии засекли ряд необычных электромагнитных феноменов. Среди них почти монотонный гум на частоте порядка 3 кГц, сохранявшийся на протяжении лет в сигналах, что указывает на наличие устойчивых плазменных волн или резонансов в межзвездной среде. Такие волны транслируются в виде вариаций поля и плотности плазмы, и при преобразовании в слышимый диапазон становятся теми самыми звуками, которые мы воспринимаем как монотонный тон. Кроме того, астрономы зафиксировали быстрые радиовсплески ФРБ, мощные и короткие импульсы радиоволн длительностью миллисекунды. Их происхождение остается предметом широкого обсуждения. Наиболее вероятные объяснения включают активность нейтронных звезд, магнитаров и коллапсы компактных объектов. Но также обсуждаются экзотические и менее вероятные сценарии, вплоть до гипотез о техногенных источниках. Масштабы расстояний делают эти явления объектом исследований на самой передовой границе астрофизики. Сигналы приходят из далеких галактик и указывают на крайне энергоемкие процессы. И в пределах Солнечной системы продолжают обнаруживаться голоса планет и спутников. Магнитные песни полярных сияний на Юпитере, Сатурне и на спутниках, например, на Ганимеде, фиксируются в виде электромагнитных волн. Марсоходы и орбитальные аппараты регистрируют неизученные шумы и помехи. Эти данные помогают изучать магнитосферы, атмосферные взаимодействия и космическую погоду как вблизи Земли, так и в дальнем пространстве. Вояджеры несут на борту золотые диски с изображениями, приветствиями, звуками Земли и музыкой. Послание, созданное в надежде, что когда-то в далеком будущем их найдет и расшифрует иная цивилизация. Даже если это никогда не произойдет, диски символизируют стремление человечества оставить след и поделиться тем, чем мы являемся. Миссия Вояджеров изменила наше представление о внешних планетах, показала, насколько разнообразны миры и какие сложные процессы формируют их оболочки и атмосферы. Аппараты доказали, что даже технологии прошлого века способны на долговременное научное служение при условии грамотной эксплуатации и внимательного технического сопровождения. По мере того, как Вояджеры отдаляются и приближаются к концу своей передачи данных, остается еще многое для анализа, работа с архивами, поиск новых аномалий в сигналах и дальнейшая интерпретация тех наблюдений, которые уже собраны. И, наконец, мораль. Миссия показала, что понимание окружающей среды и смелые инженерные шаги могут не только расширять границы науки, но и вдохновлять человечество на новые эпохальные проекты.
Пока хоть один сигнал от Вояджера еще доходит до Земли, ученые будут извлекать из него смысл и продолжать расширять наше представление о Вселенной.